Вы любите спать? Но кто из нас этого не любит? Хороший сон – залог здоровья. Это знают все, даже братья наши меньшие. Но среди животных есть те, кто любит видеть сладкие сны особенно долго. Например, медведи или, например, маленькая Соня. Но наш сегодняшний гость может спать до 8 месяцев в году. Встречайте сурка, млекопитающего, представителя отряда грызунов семейства беличьи. Несмотря на тот факт, что сурки являются близкими родственниками белок, они предпочитают жить на земле, а точнее даже в норах, которые они роют сами. Жизнь сурка начинается там, где большинство млекопитающих жить не любят, на открытых пространствах с резкими перепадами температур, ветрами, коротким летом и долгой зимой. Это могут быть альпийские луга, высокогорные плато, степи или полупустыни. Общий принцип один. Сурок выбирает места, где обзор важнее укрытий. Его безопасность строится не на маскировке, а на предупреждении. Видеть опасность заранее – главный закон сурочьего мира. Прародина сурков – Северная Америка, откуда они распространились через Берингию по всей Евразии. И в поисках заспанных грызунов не нужно ехать на край света. Например, сурки-байбаки, они же обычные сурки, равномерно рассредоточились по всем степям или состепям Евразии, от Украины и Поволжья до сибирских просторов. В природе же обитает не меньше 1,5 десятка видов любителей спячки. Все сурки относительно крупные, весом в несколько килограммов, обитающие в открытых ландшафтах, в сооружаемых самостоятельно норах. Все сурки травоядные, имеют теплый мех и почти все живут колониями. А колония сурков – это не случайное скопление нор, а устойчивая социальная структура. Обычно она состоит из нескольких семейных групп, каждая из которых занимает собственный участок, но все вместе они образуют систему коллективной безопасности. Сурки живут семьями. Взрослый самец и самочка, молодняк текущего года и часто подростки прошлого сезона, которые еще не ушли создавать собственные норы. Такая структура позволяет передавать опыт, где лучше кормиться, как реагировать на хищников, когда начинать подготовку к зиме. У этих грызунов достаточно мощные лапы, вооруженные длинными когтями. Это стопоходящие животные с короткой широкой мордочкой. Казалось бы, что пышные формы грызуна делают его малоподвижным, но на самом деле сурки передвигаются достаточно быстро. При этом они умеют плавать и даже способны взбираться на деревья. Голова у сурков сравнительно большая, при этом глаза располагаются так, чтобы можно было осматривать как можно больше жизненного пространства вокруг себя. Довольно часто можно наблюдать, как сурки в составе небольших групп греются под прямыми солнечными лучами. Кстати, сурки встречают восход солнца свистом, а когда спят, храпят. День сурка начинается рано, но не с рассветом. Он начинает с оценки условий. Температура воздуха, влажность, ветер, активность хищников – все это считывается почти мгновенно. Первый выход из норы осторожен. Сурок появляется не целиком, а фрагментами. Сначала голова, затем плечи. Он стоит столбиком не для красоты и не из любопытства. Это поза наблюдателя, вынужденного быть внимательным в мире, где ошибка не прощается. Основное время бодрствования приходится на утро и вторую половину дня. Сурок питается растительной пищей, травами, побегами, листьями, цветами, иногда семенами. Его диета сезонна и строго привязана к фазам роста растений. В начале лета он ест все, что доступно, но по мере приближения осени питание становится стратегическим. Сурок не просто ест, он накапливает. Его тело постепенно превращается в резервуар энергии, предназначенный не для движения, а для неподвижности. Между кормежками сурки много времени проводят в наблюдении. Колония почти всегда выставляет дежурных. Эти особи стоят на возвышенностях, камнях, кочках и внимательно осматривают окрестности. При появлении опасности хищной птицы, лисы, волка или человека следует резкий свист. Это не абстрактный сигнал тревоги,
а кодированное сообщение. Разные типы угроз могут сопровождаться разными интонациями и ритмами. Услышав свист, сурки не мечутся. Они мгновенно исчезают в норах, каждая в свою, без давки и хаоса. Нора сурка – отдельная глава его биологии. Это не просто убежище, а сложное подземное сооружение с несколькими входами, камерами и вентиляционными ходами. Глубина может достигать нескольких метров, а протяженность десятков. Внутри поддерживается относительно стабильный микроклимат, что критически важно для главного события сурочей жизни – спячки. У сурков имеются различные варианты нор, как летние, которые характеризуются небольшой глубиной и небольшим количеством ходов, так и зимние, к строительству которых они подходят более ответственно. Подобные подземные тоннели имеют вид художественной галереи, доступ к которым более затруднительный, а большая комната устлана сухой травой. Именно в подобных подземных тоннелях сурки могут пережидать зимние холода в течение более чем полугода, занимаясь просмотром сладких снов. Спячка у сурков – это недолгий сон. Температура тела падает почти до температуры окружающей среды. Сердцебиение замедляется в десятки раз, дыхание становится редким. Обмен веществ снижается до минимума. В таком состоянии сурок проводит от 6 до 8 месяцев, в зависимости от климата и высоты над уровнем моря. Все, что он ел летом, все, что он накопил, расходуется именно здесь, в темноте и неподвижности. Важно понимать, сурок не впадает в спячку в одиночку. Многие виды зимуют группами, прижимаясь друг к другу. Это снижает потери тепла и увеличивает шансы на выживание. В каждой норе живет от 3 до 15 особей. Зимняя спячка начинается в октябре месяце и заканчивается в апреле. При этом длительность зимней спячки зависит от характера климатических условий. В состоянии оцепенения физиологические процессы их организма существенно замедляются. Температура тела понижается с 35 до 5 градусов по Цельсию, а то и ниже. При этом сердечный ритм снижается со 130 ударов в минуту до 15. Весной сурки выходят из норы исхудавшими, медленными и уязвимыми. Но именно весна – время размножения. Сурки не размножаются каждый год автоматически. Успех зависит от того, насколько удачной была прошлая зима и сколько энергии осталось. Беременность короткая, детеныши рождаются слепыми и беспомощными, и первые недели жизни проводят полностью под землей. Колония в это время особенно осторожна. Любой риск может обернуться потерей поколения. Все сурки готовы к размножению только на 3-м году своей жизни. Затем они остаются жить в той же колонии, но при этом каждый обзаводится своей семьей. Обитая в условиях естественной среды, сурки способны прожить в среднем 16 лет. Хотя среди них встречаются особи, разменявшие 2 десятка. В неволе они еле доживают до 5. Все дело в том, что их надо искусственно вводить в состояние зимней спячки, а это не так просто. Сурки играют важную роль в экосистемах. Их норы аэрируют почву, создают убежище для других животных, влияют на растительный покров. Они являются ключевой добычей для многих хищников. В жизни сурков имеется пара грозных врагов в виде лисы и беркута. Когда появляется хищник, сурки предпочитают спасаться бегством. Чтобы эффективно противостоять хищникам, сурки пользуются особой тактикой. В случае опасности, заметивший ее сурок подает сигнал, после чего вся группа за считанные секунды оказывается под землей. Исчезновение сурков почти всегда влечет за собой цепочку изменений, от структуры растительности до поведения хищных птиц. А что же со статусом популяции? Сурки представляют большой интерес, поскольку у них достаточно ценный мех, что привлекает охотников. Кроме этого, охотников привлекает сам процесс охоты на сурков, ведь они игривые и достаточно подвижные. К тому же они своевременно обнаруживают своих врагов, поэтому выследить, а тем более приблизиться к ним, не так просто. Несмотря на это, охотники, а также браконьеры наносят существенный вред численности поголовья. Вокруг сурков существует немало мифов. Их считают ленивыми, потому что видят только часы неподвижности. Их считают глупыми, потому что они свистят и прячутся. Их воспринимают как простых животных, потому что они травоядные и предсказуемы. Но в реальности сурок – мастер выживания в условиях, где
ошибка означает конец. Его жизнь – это точный расчет между риском и экономией, движением и покоем, летом и зимой. Сурок не спешит, он не может себе этого позволить. Его стратегия – пережить холод, увидеть весну, снова выйти к солнышку и траве. И в этом медленном цикличном существовании скрыта одна из самых строгих форм адаптации к планете Земля. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!